Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Германии сравнивают ситуацию с 1950 годом, когда страна жила в долге и рисковала остановить промышленность. Сейчас расходы растут быстрее экономики, экспорт уже не тянет, а заводы теряют конкурентоспособность и даже закрываются. Фридрих Мерц говорит жестко и настаивает на срочном укреплении экономики. Урсула фон дер Ляйен на своем уровне продвигает новую общеевропейскую промышленную политику. Но главный вопрос, а кто и за счет каких ресурсов вообще сможет разогнать рост, когда денег становится меньше? И это еще не все. Германия теряет позиции в конкуренции за специалистов. Инженеры и программисты выбирают другие страны, где выше зарплаты и быстрее оформление. Вакансии висят месяцами, проекты буксуют, а бизнесу все сложнее находить людей под реальные задачи. Экономике Германии нужны кадры, но мы с вами видим, что специалисты уходят туда, где условия проще и зарплаты выше. И напоследок, население Германии сокращается. В больших городах жилье все дорожает, в средних и малых квартиры простаивают и даже дешевеют. Меняется рынок недвижимости, школы и больницы не досчитываются людей, а отдельные регионы постепенно пустеют. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии сейчас вспоминают 1950 год, потому что тогда страна подошла к границе финансовой нестабильности. Многие из вас помнят, как после войны экономика только запускалась, ввели новую марку, магазины начали наполняться товарами, производство оживало. Но я говорю это не просто так, а для того, чтобы вы знали, что за этим красивым образом стояла жесткая проблема. Тогда Германия покупала больше, чем продавала. То есть, другими словами, импорт превышал экспорт, а валютных резервов почти не было. Также в те времена в рамках Европейского платежного союза страна использовала кредитные лимиты почти полностью. Расчеты с партнерами становились все сложнее, если бы тогда деньги закончились, поставки сырья сорвались бы, а заводы, соответственно, остановились. И это был момент, когда властям Германии пришлось принимать решения быстро. Финансовую политику сделали жестче, существенно ограничили импорт из других стран, сделали ставку наоборот на экспорт и немаловажно, что навели порядок в бюджетных расходах. Через несколько лет Германия вышла на устойчивый промышленный рост, экспорт стал основой экономической модели, в итоге быстрое решение и четкий курс тогда реально сработали. Но теперь давайте перенесемся в сегодняшний день. Германия сейчас остается крупнейшей экономикой Европы, но расходы государства увеличиваются. Оборона, социальные программы, климатическая трансформация, поддержка промышленности, экономический рост остается слабым, в ряде отраслей производства снижается. Компании часто переносят мощности, как я вам рассказывал, в другие страны, а некоторые даже закрываются. Сегодня экспорт Германии уже не дает прежней динамики, конкуренция усиливается, энергия дороже, чем была раньше, это, конечно же, меняет расчеты для промышленности. Фридрих Мерц с трибуны сегодня говорит о необходимости укреплять экономическую базу страны. Он подчеркивает, что Германии нужны инвестиции, рост производительности и снижение бюрократии. По его позиции, устойчивость бюджета сегодня напрямую зависит от темпов экономического роста. Но возникает логичный вопрос, а в чьих руках сегодня власть? Кто канцлер Германии и кто должен принимать решения, а не только говорить? Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе сегодня продвигает усиление промышленной политики ЕС. Она делает ставку на технологии, стратегические отрасли и снижение внешней зависимости Европы. По ее логике, экономическая сила стран-членов Европейского Союза является основой политической стабильности. Поэтому еще раз напоминаю, что в 1950 году Германия оказалась в ситуации, когда тот дисбаланс между расходами и возможностями стал слишком большим. Но даже в той кризисной ситуации курс удалось быстро изменить, и это позволило развернуть экономику к росту. Следующая новость одна из самых важных. В последние годы Германия все чаще уступает другим странам Европы в гонке за кадры. Новое исследование фонда Бертельсмана фиксирует, что Германия опустилась в рейтинге привлекательности для высококвалифицированных работников с 12 на 15 место среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Проще говоря, сегодня мигранты все чаще выбирают другие страны, а не Германию. Причина отчасти в демографии. Население Германии стареет, рабочая сила сокращается, а спрос на специалистов наоборот растет. Я раньше выпускал детальное видео с анализом и рассказывал, что сегодня Германия ежегодно нуждается в большом притоке квалифицированной рабочей силы, порядка 400 тысяч человек в год, чтобы компенсировать естественное уменьшение трудоспособного населения. Но на самом деле приток рабочих рук – это только часть истории. В привлечении специалистов Германия уступает своим конкурентам по нескольким причинам.
Первое – это зарплаты и условия. Многие страны Европейского Союза, например, те же Нидерланды и Ирландия, предлагают более высокие доходы и гибкие условия трудовых виз, особенно для молодых специалистов в IT, инженерии и биотехнологиях. Таким образом, сейчас Германия в этих секторах остается по доходам ниже, чем ряд западноевропейских конкурентов. Вторая причина – это административные барьеры. Несмотря на то, что в последние годы Германия модернизировала законодательство о трудовой миграции, включая закон о квалифицированной иммиграции, который должен был упростить въезд специалистов с профессиональным образованием, бюрократия остается препятствием. Виза приема часто требует подтверждения квалификации немецкого языка, длительного ожидания решений чиновников. Третья причина – это язык и интеграция. Многие высококвалифицированные кандидаты выбирают страны, где английский достаточен на рабочем месте. В Германии знание немецкого иногда остается обязательным в самых востребованных сферах, например, в инженерии, медицине или уходе. Из-за этого многие выбирают страны, где можно начать работать быстрее. Сегодня история из жизни это подтверждает. Например, 34-летний Игорь из Варшавы, инженер по автоматизации, получил работу в Германии по контракту. Он рассказывает, что предложения были конкурентоспособны по зарплате, но процесс признания его диплома занял почти год, и только после этого он смог приступить к полноценной работе. В итоге он потом принял предложение из Амстердама, где процесс признания занял всего пару месяцев, и, кстати, зарплата по итогу была выше. Другой пример – это 29-летняя Мариам из Египта, программист по Python. Она получила приглашение из 3 стран – Германии, Швеции и Португалии. В Швеции ей предложили программу быстрой адаптации и английский язык с первого дня работы. В Португалии аналогично, а вот в Германии ей пришлось бы сначала получить сертификат уровня C1 по немецкому языку, что заняло бы год. В итоге она выбрала Стокгольм. Такие истории происходят сегодня все чаще. Модели миграции специалистов в других странах становятся более быстрыми и предсказуемыми. Поэтому мы с вами должны четко понимать, чтобы остановить отток квалифицированных мигрантов, в Германии нужно не только упростить административные барьеры, но и создать такую новую среду, в которой специалисты будут чувствовать себя интегрированными, например, начиная от жилья и социальных услуг, заканчивая быстрым признанием квалификации и карьерным ростом. Таким образом, мы видим, что Германия сегодня конкурирует за тех же специалистов, что и ее соседи, но делает это менее эффективно, чем страны, которые смогли быстрее адаптировать свои правила под реалии рынка труда. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Еще важная тема. В Германии впервые за десятилетия число жителей, как я сказал, сократилось. Тренд развернулся, смертность выше рождаемости, а миграция пока не перекрывает эту разницу. А мы с вами понимаем, что сокращение населения уже сейчас меняет экономическую и социальную структуру больших и малых городов. Канцлер Фридрих Мерц в Берлине отметил, что падение численности жителей уже сильно отражается на рынке недвижимости и социальных услугах. По его словам, если власти земель быстро не адаптируются, средние и малые города могут столкнуться с серьезными проблемами в ближайшие годы. По статистике, рынок жилья Германии уже реагирует на новые условия. Например, в Берлине 29-летний инженер Томас искал двухкомнатную квартиру для семьи. Он обзвонил 10 агентств, но в итоге согласился на жилье вообще на окраине, потому что цены в центре выросли на 18% в год. В Мюнхене 35-летний менеджер Мария из Польши планировала купить дом в пригороде. Продавцы не снижали цену, а ипотека подорожала. Она решила приобрести меньшее жилье, но ближе к центру, чтобы сократить расходы на транспорт. А вот в средних городах ситуация совершенно противоположна. В Эрфурте пенсионер Альбрехт выставил в январе 2026 года двухкомнатную квартиру за 180 тысяч евро. Раньше заявки поступали десятками, сейчас звонков меньше 10. По прогнозу местных экспертов, цены придется снижать на 8-10%. Статистика подтверждает эту тенденцию. За последние 2 года в регионе с населением менее 100 тысяч человек число сделок снизилось на 12-15%, тогда как в крупных городах продажи остаются стабильными, но рост цен замедляется. Хочу вам привести еще один пример. 42-летний строитель Карл искал дом в пригороде Баварии. Он нашел несколько вариантов, но продавцы, к сожалению, не шли ему на уступки по цене. В итоге он купил меньше жилье ближе к городу, чтобы не терять деньги и время на дорогу. Таким образом, мы с вами видим, что крупные города остаются дорогими и перегруженными, средние города снижают цены, а малые города и деревни теряют покупателей. Это также меняет и социальную инфраструктуру, транспорт и тоже распределение специалистов, о котором мы с вами говорили по стране.
На этом пока все. Спасибо за просмотр.